Всем привет! В этом видео, как и обещал, я займусь сборкой блока управления для самодельного станка с ЧПУ. Для тех, кто не видел, сборкой данного станка я занимался в предыдущем видео. Перейти к нему вы сможете, кликнув на подсказку в углу экрана или зайдя в соответствующий плейлист у меня на канале. Еще раз напомню, данное видео не является инструкцией по сборке. В нем я лишь рассказываю историю постройки своего бюджетного станка с ЧПУ. А прежде чем начать, для совсем новичков в 3 словах расскажу, как же все это работает. В большинстве случаев для работы станка с ЧПУ необходим компьютер. На нем создается управляющая программа, после чего на базе этой программы генерируется G-код. G-код — это не что иное, как числовой код, состоящий из координат, по которым должен перемещаться рабочий орган станка, чтобы выполнить ту или иную задачу. В качестве рабочего органа не обязательно должен быть шпиндель. Также это может быть лазер, экструдер для филамента, горелка плазмореза, алмазное или сапфировое сопло для гидроабразивной резки и другие инструменты. Когда управляющая программа и G-код готовы, они посредством LPT или USB порта транслируются на блок управления станка. Там этот числовой код расшифровывается микроконтроллером, после чего он отправляет управляющие сигналы на драйвера шаговых двигателей. А они уже в свою очередь генерируют импульсный сигнал для работы этих самых двигателей. Вот такая нехитрая схема. Если я где-то ошибся, прошу опытных ЧПУ мастеров поправить мои слова в комментариях. Ну а теперь собственно к деталям, которые я буду использовать для сборки своего блока управления. Как и механику станка, всю электронику я также покупал на AliExpress, потому как там цены на все это добро гораздо ниже, чем в наших магазинах. Кому нужно, ссылки на детали я, как всегда, оставлю в описании под видео. Итак, для сборки блока управления было куплено следующее. Управляющая плата, сердце блока управления. Поскольку это был мой первый станок, решил использовать недорогую платку на базе Arduino Nano. Впоследствии я понял, что это была большая ошибка, и об этом выборе я сильно пожалел. Если вам дороги ваши нервные клетки, то при сборке блока управления ни в коем случае не выбирайте именно этот вариант управляющей платы. Да и вообще, как я считаю, любая управляющая плата на базе Arduino — это так, чисто поиграться и понять, что такое ЧПУ и как оно работает. Помимо контроллера Arduino Nano, на борту данной платы имеется 3 драйвера шаговых двигателей, а также выход для подключения лазера. Вероятнее всего, собирая станок на данный момент, я бы использовал плату опторазвязки и отдельные драйвера шаговых двигателей, которые сейчас вы видите на экране. Данная плата рассчитана для работы с программой Match 3, которую полюбили многие операторы ЧПУ. Для питания моей платы был куплен импульсный блок питания на 12 вольт 5 ампер. Лазерно-диодный модуль с драйвером на 1000 мВт или 1 Вт. Этот модуль один из самых маломощных. Вообще в продаже можно встретить лазерно-диодные модули мощностью до нескольких десятков Вт. Все, что идет мощнее, это уже, как правило, углекислотные лазеры, которые при достаточной мощности способны резать даже металл. Блок питания на 48 вольт и 350 Вт для питания шпинделя. Шим-регулятор для регулировки оборотов шпинделя. Тут можно было бы сразу использовать блок питания со встроенным регулятором оборотов, но на момент покупки, а это было 2 года назад, такого блока на Али я не нашел. Кнопка аварийной остановки имеет 2 группы контактов, которые работают в противофазе. Различные выключатели и кнопки. Реле на 12 вольт. Набор коннекторов. Сетевое гнездо питания я выпаял из старого принтера. 2- и 4-контактные авиационные коннекторы. Гибкий кабель-канал 10х20. Оплетка для скручивания проводов в жгуты. Сборку корпуса блока управления я также начал с построения 3D-модели в SketchUp. Как и в случае с самодельным лабораторным блоком питания, в качестве материала решил использовать алюминий. Но на этот раз собирать корпус буду по другой технологии, с применением уголков вместо гибки. Было решено опробовать ЧПУ станок и раскрой панелей произвести на нем. Но для того, чтобы это сделать, сначала необходимо создать управляющие программы для всех деталей. Снимаю размеры с 3D-моделей в SketchUp и переношу их в чертеж в программе Compass. После чего захожу в раздел «Настройки, параметры, оформления». Выбираю 15 пункт «Без оформления».
и сохраняю файл в формате AutoCAD DVG. После чего открываю третью программу под названием ArtCam. В ней я буду составлять управляющую программу. Я уверен, этой всей возни с несколькими программами можно было бы избежать, если знать как, но в ЧПУ деле я новичок, а потому делаю как умею. На рабочем поле задаем нулевую точку. Выделяю отверстия под крепежные элементы в отдельную группу. Выбираю раздел «Траектория», новая 2D траектория, сверление. Задаю глубину сверления. Выбираю инструмент. В моем случае фреза диаметром 3 мм. Параметры инструмента в каждом случае подбираются индивидуально. Более подробно о выставлении параметров я расскажу в отдельном видео. Поскольку сверление я буду производить концевой фрезой на маломощном станке, ставлю галочку в пункте «Глубокое сверление». При врезании это снизит нагрузку на мой небольшой станок, и отверстия получатся более аккуратными. Задаю безопасную высоту перемещения фрезы над заготовкой. Задаю толщину материала, в моем случае алюминиевый лист толщиной 2 мм. Прописываю название данной траектории и нажимаю «Вычислить сейчас». Следующим этапом выделяю отверстия под гнезда и выключатель. Нажимаю «Траектория», новая 2D траектория, по профилю внутри. Выбираю инструмент, та же фреза. Направление резания мне больше нравится встречное. Называю траекторию и вычисляю сейчас. Выделяю контур и жму «Новая 2D траектория», обработка снаружи. Задаю глубину, инструмент, имя и нажимаю «Вычислить сейчас». Все траектории готовы, теперь можно их симулировать и посмотреть, как будет производиться реальная обработка. Далее эти траектории сохраняю, в этом окне выставляю очередность обработки. Сохраняю в формате G-код мм-тап. Вот и все, файл с G-кодом для задней панели готов. Аналогичным образом составляю управляющие программы для других панелей корпуса. Прежде чем приступать к фрезеровке деталей, я сделал с десяток тестовых прогонов станка и протестировал различные режимы резания. Ну и конечно же, первый блин оказался комом. Вероятнее всего, тут я просто забыл обнулить координаты. Каким-то чудом после такого безобразия фреза уцелела. Когда с режимами более-менее разобрался, приступил к изготовлению деталей корпуса. В качестве управляющей программы пришлось использовать программу Laser GRBL, которая по большей части заточена под лазерную гравировку. Все потому, что данная плата отказывалась адекватно работать с другими программами. Отгоняю станок в нулевую точку, из которой начнется фрезеровка. Опускаю ось Z до касания фрезой заготовки и немного отвожу вверх. После чего обязательно обнуляю координаты. Включаю шпиндель и запускаю управляющую программу. Этот дребезжащий звук идет по большей части из-за люфта латунных гаек на ходовых винтах. Эти вибрации напрямую сказываются на точности станка. Именно поэтому эти винты не мешало бы заменить на ШВП. При обработке алюминия лучше всего себя показали двухзаходные фрезы. Кстати, для передней панели я использовал алюминиевый лист толщиной 2 мм. Все остальное, кроме основания, будет изготовлено из магазинного листа AMG2M толщиной 1,2 мм. Данный сплав – это алюминий с добавлением магния. Фрезой он обрабатывается просто шикарно. С добавлением смазки процесс фрезеровки происходит гораздо лучше, и алюминий не налипает на фрезу. И тут мне почему-то вспомнилось одно давнее видео Игоря Негоды.
Со смазкой идет гораздо лучше. Вот так вот. Из-за недостаточной жесткости на торцах заготовок остается вот такой след от фрезы. Удаляю его в несколько движений наждачной бумагой. Закрепляю панели зажимами и сверлю отверстия под заклепки. Предварительную сборку буду производить на винты и гайки М4. Сетевое гнездо питания решил установить изнутри. По мне так смотрится лучше. Крепиться гнездо будет на винты М4 с головками по тай. Вкручиваю винт в отверстие и тем самым нарезаю резьбу. Зинкую отверстия под головки винтов. Кстати, пользуясь случаем, хотел вам показать одну недорогую, но крайне полезную вещь. Данная штуковина способна намагничивать и, что самое главное, размагничивать различные металлические предметы. Это могут быть биты, отвертки, сверла, пинцеты и другие инструменты. Кому нужно, ссылку на нее, а также другие мои инструменты вы сможете найти в описании под видео. Заклепки я использовал диаметром 4 мм.
Как и в случае с лабораторным блоком питания, лицевой панели блока управления я также решил придать эффект направленной шлифовки. При шлифовке лучше всего себя показала вот такая наждачная бумага на зеленой основе. Она продается в автомалярных магазинах. Так выглядит предварительная сборка корпуса на винты. Снимаю размеры скрепежных отверстий блока питания и переношу их на стальную пластину основания. Поверх большого блока питания будет крепиться маленький на 12 вольт. При сверлении обязательно снимаю крышку с блока питания, чтобы металлическая стружка не попала на плату и не замкнула ее. Из оргстекла делаю площадку для крепления платы управления. Отмечаю место USB гнезда. Делаю отверстие для крепления регулятора оборотов. Выкручиваю временные винты и произвожу финальную сборку на заклепке. Приступаю к установке компонентов лицевой панели. Без использования ЧПУ добиться такой точности вручную практически невозможно. Данные переключатели на управляющей плате отвечают за деление шага шаговых двигателей. Гнездо подключения лазера я развернул для более удобного доступа. Для внутренней разводки блока управления буду использовать цветные провода от старого блока питания. Зачищаю с помощью стриппера, купленного на Али. Ссылка на такой будет все там же в описании. Провода ложу флюсовой кистью и припаиваю к гнездам. После изолирую термоусадкой. С другого конца также припаиваю наконечники для разъема и дополнительно обжимаю. Устанавливаю провода в клеммную колодку. Везде, где будут торчащие контакты и открытые дорожки, необходимо проложить специальную диэлектрическую пленку. Достать ее можно, например, из старой электроники. Чтобы блок не ерзал по столу, приклеиваю силиконовые ножки. Прикручиваю бутерблок питания на свое место.
Все крепежные отверстия в основании были раззинкованы. Ставлю регулятор оборотов. На управляющей плате выпаял индикаторный светодиод и кнопку включения лазерного прицеливания. На их место впаял гнезда коннекторов. Гнездо питания платы я также убрал, и питание подвел напрямую проводами через реле. Устанавливаю управляющую плату на свое место. Следом ставлю главный выключатель и гнездо питания. Одну клемму заземления сажу на корпус. Вторую для перестраховки заведу на блок питания. В принципе, делать это не обязательно, потому как все металлические корпуса и так контактируют между собой. Подключаю фазные и нулевые провода. Выходное напряжение блоков питания можно немного подрегулировать вращением подстроечного резистора. Подключаю жгуты питания шаговых двигателей, лазера, шпинделя и концевых выключателей. За счет того, что управляющая плата приподнята над основанием, там имеется пространство для прокладки проводов. К сожалению, без капельки сопли-клея тут дело не обошлось. С его помощью я закрепил реле. В это гнездо будет подключаться шпиндель. В центральное лазер. А в крайнее цепь концевых выключателей. Следующим этапом займусь пайкой разъемов на провода, идущие от станка. Но прежде проверяю цепь концевых выключателей. Они в моем станке будут работать на размыкание. В случае нештатной ситуации цепь разомкнется, и реле моментально отключит питание станка. Чтобы провода не путались между собой, собираю их в жгут с помощью оплетки. Подключаю станок к блоку управления. Зеленый выключатель отвечает за включение шпинделя. Крутилка регулирует обороты. Черный выключатель отвечает за включение лазера. Красная кнопка рядом включает лазерный целеуказатель. При этом лазер работает на минимальной мощности. Кнопка аварийного отключения отключает все, кроме шпинделя. Так задумывалось специально. Красный светодиод сигнализирует о работе платы управления. Кнопка ниже служит для вывода станка из аварийного режима и принудительного отключения концевых выключателей. Прикручиваю лицевую панель на место. Возможно, кто-то обратил внимание на то, что в корпусе отсутствуют какие-либо вентиляционные отверстия. Их я не делал намеренно, потому как не знал, насколько сильно будут греться компоненты. А продырявить корпус я всегда успею. Крышку не прикручиваю.
Погоняю станок в тестовом режиме и понаблюдаю за нагревом. Хотелось уместить всю информацию в одном видео, но программа, в которой я произвожу монтаж, крайне тяжело работает с файлами большой длительности. Именно поэтому мне снова приходится делить видео на несколько частей. В следующем видео проведем тесты станка в различных режимах работы, по различным материалам. Затрону тему программного обеспечения и подключения его к компьютеру, а также пройдемся по техническим характеристикам данного станка. На этом данное видео подходит к концу. Все ссылки на используемые детали и компоненты вы сможете найти в описании под видео. Если ЧПУ тематика вам интересна, то обязательно ставьте лайк и пишите как можно больше комментариев. Подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы быть в курсе всех новостей на канале и первым получать уведомления о выходе новых видео. А пока, до скорого!